Украинский легион в Европе. Польша перебрасывает дополнительные войска на границу с Белоруссией и F-16 в украинском небе. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Промежуточные итоги юбилейного Вашингтонского саммита НАТО. С чем уедет украинская делегация? Я уверена, что мы находимся на пути к этому решению, но мы не можем прогнозировать никаких заявлений. Евросоюз готовит обвинение Орбану после его поездки в Москву. Я думаю, сейчас это уже происходит. Китай настаивает на мирных переговорах между Украиной и Россией к концу текущего года. Они будут пока что рассказывать о своем мирном плане, о своем видении, будут проводить какие-то встречи по типу с Орбаном. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Как и кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете поддержать нашу работу. Поехали. Тысячи желающих вступить в новосозданный украинский легион в Польше. Об этом говорит польский министр иностранных дел. Говорит, польская сторона обеспечит их снаряжением и обучит. А затем эти люди отправятся в Украину с правом возврата в Польшу после ротации. В Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду добровольцев. У нас проживает до 1 миллиона украинцев обоих полов. И несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия. Интересно, что многие из них действительно хотят служить и приносить пользу своим соотечественникам. Но они говорят, мы не хотим, чтобы нас отправляли воевать без надлежащей подготовки и снаряжения. Министр добавляет, что если бы так поступила каждая европейская страна, то у Украины насобиралось бы несколько дополнительных бригад. Но страны Европы, скорее всего, поддержат такой флешмоб польского министра. Глава Союза молодежи немецкой партии ХДС-ХСС Йоханнес Винкель говорит, что помогать украинским женщинам и детям – это нормально, а вот украинские мужчины призывного возраста должны лишиться защиты и поехать в Украину. По мнению Винкеля, странно поддерживать Киев финансово и забирать у него потенциальных солдат. Союзники по НАТО снова заявили о своей непоколебимой солидарности с народом Украины. В итогах Вашингтонского саммита 75-го юбилейного саммита НАТО значится, что страна находится на необратимом пути к членству. Но несмотря на сильные заявления на Вашингтонском саммите, четкого пути вступления Киева в альянс не существует, несмотря на то, что это одна из самых надежных гарантий безопасности Украины. Но вот вице-премьер-министр говорит, что путь к Киеву понятен. Сегодня президент провел встречу с ключевыми странами, которые были в его распоряжении, и имел возможность обсудить разрешение для Украины на уничтожение российской инфраструктуры, позволяющей атаковать ракетами, и военные мощности, позволяющие эти атаки осуществлять. Это были встречи с Великобританией, с Германией и двухпартийная встреча в Конгрессе США. После этого состоится встреча президента Украины с президентом Байденом. Так что это будет одним из вопросов, которые будут обсуждаться. Я уверена, что мы находимся на пути к этому решению, но мы не можем прогнозировать никаких заявлений. Мы попросили эксперта-международника проанализировать результаты саммита, чего все-таки удалось достичь. Я думаю, что украинская делегация полноценно понимала тот максимум, на который можно было претендовать. В итоге работы на полях саммита. Например, президент Украины неоднократно до саммита говорил, что в Украине нет ни у кого иллюзий относительно того, что может НАТО взять точную формулировку в виде обязательств по отношению членства Украины в НАТО, например. Частичный результат на полях саммита достигнут, все же Украине выделяют 5 дополнительных патриотов. Но в то же самое время, если брать самолеты, то, по словам президента, самолетов F-16 Украине нужно минимум 128. Пока что такую цифру стороны не согласовали для передачи Украине. Поэтому вот такой частичный результат, он был в Украине ожидаемый. Но надо понимать, что украинская дипломатия не останавливается, будет дальше работать над увеличением помощи. И будет пытаться работать над тем, чтобы НАТО все-таки
стало таким же активным, как международная организация, как Европейский Союз. На границу с Белоруссией Польша перекидывает дополнительные войска. Об увеличении количества солдат на границе говорит начальник генерального штаба польских войск. Сейчас польско-белорусскую границу охраняет 6 тысяч солдат, а также 1500 пограничников и сотрудников полиции. Теперь Генштаб увеличит это количество до 17 тысяч, 8 тысяч будут нести службу непосредственно на границе, и еще 9 останутся в резерве и будут готовы к передислокации в течение 48 часов. Все это в рамках программы «Восточный щит», цель которой – комплексная оборонная инфраструктура на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Беларуси и России. К слову об F-16, они появятся в украинском небе уже до конца лета 2024 года. Об этом говорит министр иностранных дел страны, ему вторит премьер-министр Нидерландов и госсекретарь США. Все ставят одни и те же сроки. Мы обещали, что летом 2024 года в украинском небе будут сражаться F-16, и это обещание выполнено. Но мы слышали уже несколько серий подобных обещаний. Все останавливалось либо на обучении пилотов, либо на обучении персонала, либо на неготовности украинских аэродромов. И мы спросили у украинского генерала в отставке, экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, насколько действительно к концу лета все это выполнить реально. Я думаю, сейчас это уже происходит. Может быть, там отдельные зашли какие-то экземпляры. Но это не значит, что боевое применение началось, потому что я думаю, что активно начнется, когда мы почувствуем там, хотя бы эскадрилью. На это тоже уйдет время, и должна произойти адаптация этих полетов 4+ поколения в тех условиях с пилотами, которые обучались, потому что ничто так не учит, как война непосредственно, не проверяет степень выучки. Значит, сколько нам надо самолетов поколения 4+, таких как F-16, хотя бы 3 эскадрильи, это порядка 130-140 самолетов, 3 бригады. И с американцами оговаривали, и вообще специалисты у них знают, что для повышения потенциала надо хотя бы бригада F-15. Самолет, который, желательно, конечно, ближе к последним модернизациям, он тяжелый, берет в мире больше всего на себя вооружений. То есть необходимо такого рода сочетание, плюс радиационное обеспечение самолетами типа АВАКС, в данном случае шведские, 2. Евросоюз готовит ответ Орбану за его турне в Москву. Авторы Financial Times, ссылаясь на европейских политиков, пишут, что премьер-министр Венгрии злоупотребил статусом страны-председателя Совета министров ЕС, чтобы придать большего значения своей встрече с Путиным. Но вместе с тем издание «Эль Паис» пишет, что Орбан отчитался о своих визитах в Москву и Пекин и говорит, что Путин и Си Цзиньпинь ждет, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца текущего года. Основываясь на моих беседах, я считаю, что сейчас больше шансов на то, что все возможные предположения по прекращению огня и дорожной карте мирных переговоров воспримут положительно. Орбан, получается, выступил ретранслятором не только путинских слов, но и слов китайского лидера. Действительно ли Пекин намеревается ускорить мирные процессы или эти заявления более декоративны? Мы задали этот вопрос эксперту-международнику Антону Кучухидзе. Китай, с одной стороны, делает заявления, коммуницирует с государствами, но, по сути, не реализовывает свою мирную политику в виде институционализации переговоров или влияния на Российскую Федерацию и так далее. Поэтому пока что можно рассматривать слова Китая сугубо на уровне политических деклараций. Все остальное, будем смотреть. Украинская сторона, украинская дипломатия официально признала, что хотела бы видеть Китай на глобальном саммите мира для обсуждения мирного плана Украины. Поэтому тут Китай никогда не скажет, что Украина была против или еще что-то. Поэтому они будут пока что рассказывать о своем мирном плане, о своем видении, будут проводить какие-то встречи по типу с Орбаном, с кем-то еще коммуницировать и так далее. Но до конкретики дело не дойдет.
Самая сухая пустыня на планете вдруг начала цвести. Пустыня Атакама на севере Чили покрылась красочным ковром из белых и фиолетовых цветов. Причина этому – обильные дожди. Я напомню, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты помогают нам создавать новые и новые видео. Мы вас за это благодарим и напоминаем, что необходимо ставить лайки, оставлять комментарии и подписаться на канал тоже обязательно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.